В сериале «Великолепный век» Шехзаде Мустафа был показан зрителям в качестве позитивного героя. Он добрый, справедливый, смелый и отважный, хороший сын, заботливый брат. Но вопреки сериалу на первый план выступают исторические факты, которые по непонятным причинам были скрыты от зрителей сериала. Показанный в теленовелле образ старшего сына султана Сулеймана Шехзаде Мустафы не соответствует исторической действительности, так заявляют большинство турецких историков. Сегодня я расскажу вам о 10 правдивых фактах о Шехзаде Мустафа, которые были скрыты создателями сериала. Рекомендую вам досмотреть этот видеоролик до конца, и вы узнаете, возможно, истинную причину его казни. Но для начала, друзья, предлагаю вам подписаться на наш канал, поставить лайк, а в конце просмотра оставить свой комментарий. Факт первый. Мустафа не был старшим сыном Сулеймана. В действительности Шехзаде Мустафа был третьим сыном султана Сулеймана Великолепного, а не старшим, как нам показали в сериале. Когда он родился, у Сулеймана уже было двое старших братьев – Махмуд и Мурад, а от других наложниц. Но во время эпидемии оспы эти мальчики скончались. Именно так Шехзаде Мустафа стал первым наследником султана Сулеймана. Факт второй. Янычары любили Мустафу из-за денег. Все мы видели в сериале бескорыстную преданность янычар Шехзаде Мустафа. И у него было много сторонников, которые были готовы отдать за него свою жизнь. Они поддерживали его в борьбе за трон, считая Мустафу единственным полноправным наследником Османского престола. Так ли это? Историки заявляют, что это совсем не так. Махидевран и Мустафа, говорят они, подкупали чиновников и янычар, чтобы обрести как можно больше влиятельных сторонников и солдат, готовых поддерживать Шехзаде Мустафу в нужный момент. Факт третий. Мустафа не был женат на Мехрунисе. У Шехзаде Мустафы никогда не было жены по имени Мехруниса, которую нам показали. А вот Румейса у него действительно была, и она родила ему 4 дочерей и 2 сыновей. У Шехзаде Мустафы было всего 4 жены. Информацию и их судьбу вы найдете в нашем другом ролике по ссылке в описании к этому видео. Факт четвертый. Мустафа считал себя важнее Сулеймана. Мустафу невозможно было назвать невинным. Он сам двигался в направлении к своей казни. Так считают турецкие историки. А началось все после того, как Мустафа встретился с австрийским послом вместо султана. Сулейман пришел в ярость от такой наглости и отправил Мустафу в самый дальний Санджак. Факт пятый. Мустафа любил роскошь. Он никогда не был скромным сыном султана Сулеймана. Мустафа очень любил роскошь. В этом он был очень похож на своего отца. Его дворец в Манисе ничем не уступал убранству дворца Топкапы, в котором жил султан Сулейман. Венецианский посол в своих высказываниях написал, что изящный двор Шехзаде Мустафы по своей красоте и размерам был ничуть не хуже дворца султана Сулеймана. Факт шестой. Мустафа носил бороду, несмотря на запрет. По законам того времени бороду позволялось носить лишь султану, но Шехзаде Мустафа пренебрегал этим правилом и с гордостью носил свою бороду. Факт седьмой. Мустафа считал себя султаном при живом отце. Шехзаде настолько был уверен в том, что именно он станет престолонаследником,
что уже пользовался своей собственной печатью или тугрой, как она правильно называется, с надписью «Султан Мустафа» еще при живом султане Сулеймане. Факт 8. Мустафа был грубым и высокомерным. Один из венецианских послов Брагини в своих записях очень интересно высказался по поводу характера Шехзаде Мустафы, назвав его высокомерным. Если верить его словам, Мустафа смотрел на своих подданных свысока, и это касалось не только слуг, но и чиновников. Его поведение было настолько надменным, словно никто не был достоин его взгляда. А во время совета дивана этот наследник Сулеймана мог наградить визиря колкостью, напоминая о том, кто здесь главный. Факт 9. Мустафа не был послушным сыном Сулеймана. Шехзаде Мустафа неоднократно перечил своему отцу. Тот же посол Брагини написал, что отношение султана Сулеймана к старшему сыну менялось в худшую сторону с каждым днем. По мнению венецианского посла, это было связано с тем, что отец стал видеть в своем сыне серьезного конкурента. Факт 10. Мустафа был казнен за предательство. Султан Сулейман был уже довольно стар и правил империей очень долго. Шехзаде Мустафе было уже 38 лет. Ему не терпелось занять свое место на троне, который продолжал занимать его отец. До Сулеймана стали доходить слухи о том, что Мустафа готов свергнуть его с престола. Сомнения падишаха развеялись, когда в его руки попало письмо Шехзаде Мустафы, адресованное персидскому шаху, врагу султана Сулеймана. Именно это письмо послужило веским поводом для казни Шехзаде Мустафы. О причинах казни Шехзаде Мустафы султаном Сулейманом, именно исторические факты, вы можете посмотреть в нашем другом видео по ссылке в описании. В заключение хочется добавить, что как бы мы ни любили Шехзаде Мустафу из сериала, история нам говорит, что на самом деле он был совершенно другим. Друзья, каким вы бы хотели видеть Мустафу в сериале «Великолепный век»? Тот, которого придумали сценаристы, или тот, которого описывают исторические факты? Поделитесь своим мнением в комментариях.